Если бы в далеком 2020 году мне сказали, что я общаюсь с режиссером квир-фильма, который завоюет миллионы сердец по всему миру, в том числе в России, и станет своеобразной революцией, то я бы ни за что не поверил. И я говорю о фильме «Юные сердца» режиссера и сценариста Энтони Шаттамана, который зрители признают лучшим фильмом 2024 года. И я с ними согласен. Привет, меня зовут Денис. Это обзор на фильм «Юные сердца». Давно у нас не было новинок. С работами Энтони Шаттамана я знаком давно, еще с тех времен, когда занимался переводом и озвучкой квир-короткометражек. И путь между поиском короткометражки и ее публикацией на моем YouTube-канале в озвученном виде был долгим. Сначала перевод и озвучка короткометражки, затем ее монтаж, а в конце самое интересное – связаться с автором фильма и договориться с ним о том, чтобы российская квир-аудитория могла увидеть его работу в локализованном виде. И Энтони Шаттаман запомнился мне тем, что он всегда шел навстречу. Он переживал за квир-сообщество в России и искренне верил, что его работы помогают нам. И он был абсолютно прав. Я получал огромное количество восторженных отзывов о его короткометражных фильмах. А «Юные сердца» и вовсе стали фурором и революцией в моих глазах. Обилие песен в фильме – это отличительная черта Энтони Шаттамана. Это было еще в его короткометражных фильмах. И песни, как маркеры, сигнализируют о том, что ожидает нашего главного героя – 14-летнего Элиаса. Да, они простые, и кажется, что восторженная реакция Элиаса и его девушки Валери на песни его отца несколько преувеличенная, потому что парочка в силу своей молодости, но совсем не целевая аудитория такой музыки, в отличие от бабули-дедуль, для которых отец Элиаса что-то вроде местной суперзвезды. Смотрите, мы уже попали в газеты. Эксклюзив: Люк Монтеро представил хит «Первая любовь». Как круто. Вот и я. Можешь взять еще несколько газет. Но подростки живут в провинции Бельгии, выбора особо и нет. А учитывая, что отец Элиаса невероятно эгоцентричен, и большую часть фильма кажется, что он держит свою семью и ближайшее окружение в заложниках своей музыки, то музыкальные предпочтения Элиаса вполне понятны. И отцу Элиаса несказанно везет. В рядах заложников совсем скоро будет пополнение, потому что новыми соседями семьи становятся Александр, будущий парень Элиаса, и его отец, которые приехали из Брюсселя. Но как бы я не иронизировал, мне нравится, как эта простая, незамысловатая музыка идеально вписывается в общую картину фильма, с его сельскими угодьями, зелеными полями и красивыми речными берегами, создающими красочный фон. Единственный минус этого то, что я весь фильм ловил ассоциации с «Зови меня своим именем». Это касается и катания на велосипедах, и проведения времени возле реки, и семейных застолий. Александр становится новым одноклассником Элиаса, поэтому и тянуть нечего. Новоиспеченные одноклассники вместе едут домой на фоне красочных пейзажей, и это выглядит невероятно красиво. А затем отдыхают на берегу реки и делятся интимными подробностями о себе. Элиас, несмотря на отношения с Валери, не понимает, как должна ощущаться любовь, а Александр признается, что в прошлом году уже испытал любовь к мальчику. А у тебя есть кто-нибудь? Нет, было в прошлом году. И как ее звали? Это была не девочка, а мальчик. Его звали Артур. И в этот момент я увидел ту самую искорку в глазах Элиаса по отношению к Александру. Эдакая смесь любопытства и удивления, и начало незнакомых для Элиаса чувств. Именно за это я полюбил короткометражки Энтони Шаттамана. В них всегда на первый план выводилась чувственность. А когда Александр учил играть Элиаса на пианино, я вовсе рассыпался на мурашки. И вот так Элиаса мягко подвели к тому, что он узнает, что такое любовь. Об этом говорит и его взгляд, и его рисунок с игрой на пианино, где его пальцы чуть ли не переплетаются с пальцами Александра. И вы заметили, что фильм нетривиально использует объекты, которые можно увидеть и услышать, чтобы показать внутреннее состояние героев. Мне сразу бросилось в глаза, что Элиас выглядит гораздо младше и Александра, и своих сверстников. Затем я сложил это с их музыкальными вкусами. Вкусы Элиаса довольно простые, это песни его отца.
а вкусы Александра более сложные. Это классическая музыка. А потом мы видим, как Александр сначала предлагает, а затем оказывает противостояние обидчикам Элиаса, которые доводят его до слез. Все это иносказательно говорит о том, что Александр, в отличие от Элиаса, внутренне более взрослый и сложно сочиненный в плане опыта, принятия и умения отстоять себя. И отстаивание себя перед обидчиками Элиаса и побег от них приводит парней к битве на шпагах в заброшенном доме. Почему я думаю не о том, когда говорю такое? Купанию без трусов. Я не могу смотреть эту сцену, у меня возникает ощущение, что я смотрю что-то запрещенное. И поцелую на фоне ливня. Тебе холодно? Немного. Подожди, я знаю, что сделать. Пусть и жутчайшее клише, но сработало. А теперь поставим себя на место Элиаса. Всю жизнь вы видите традиционные отношения. Даже встречаетесь с девушкой, и внезапно появляется парень, который рушит все устои в вашей голове. Тяжело такое переварить. Вот и Элиас замыкается в себе, отстраняясь от Александра. А потом пьяный несется к нему посреди ночи и лезет целоваться, невзирая на перегар. Ох уж эти пьяные поклонники в 2 часа ночи под окнами дома. В общем, после непродолжительного этапа отстраненности начинается этап максимального сближения. Я хочу быть только с тобой. Что ты делаешь? Ты куда? Что с тобой не так? Отношения с Валери заканчиваются, и Элиас с Александром едут в его родной Брюссель. И сцены в Брюсселе используют архитектуру города, чтобы вновь тонко показать, что Александр эмоционально более развит, чем Элиас. Эта поездка, где парни навещают тетю и дядю Александра в их клубе, помогает Элиасу расслабиться и сделать шаг к принятию себя. Хотите попробовать порулить? А мне можно? Конечно. Но это лишь шаг, потому что возвращение парней в школу ставит Элиаса перед еще большими проблемами. Это страх публичности отношений. И, к сожалению, Александр не помогает ему в этом. Он выворачивает это так, что Элиас просто стыдится его. И я уже чуть ли не в каждом обзоре бомблю с этой избитой темы. Если один человек в паре не готов проявлять свои чувства на публике, то второй не должен на этом настаивать. Вот и Элиас не справляется со своими страхами и пытается заставить себя быть вместе с Валери, но не суждено ему быть с Валери, и все. Простая игра в бутылочку и поцелуй Александра с другим парнем еще раз сигнализируют о том, что чувства Элиаса к нему реальны. И здесь я благодарю Энтони Шаттамана за просто лучший посыл. Если вы запутались в своих чувствах... Я не такой, как он, я не гей. Почему ты не остался в ёбаном Брюсселе? Всего бы этого не было. То возьмите паузу, не бегите вперед паровоза. Фильм отправляет Элиаса, разбитого от чувств страха и непонимания себя, в лечебное путешествие с дедушкой, где они отдыхают на природе, много говорят о чувствах и их принятии. На чем тебе стоит сосредоточиться прямо сейчас, это наслаждаться своими чувствами. Если твое чувство к Александру похоже на то, что я чувствовал к бабушке, это не случается с тобой дважды в жизни. Он очень красивый. Ты должен быть счастлив от этих чувств. Если меня и научила чему-то жизнь, так это тому, что всегда слушай свое сердце и не зацикливайся так на своих мыслях. Это и последующая атмосфера принятия Элиаса семьей и друзьями выглядит невероятно здорово, но, к сожалению, совсем нереалистично для нынешней России. И даже Валери принимает истинную натуру своего бывшего парня Элиаса. Я увидел Александра. Тогда иди.
И в заключение, Элиас наконец-то обретает необходимую решимость следовать зову своего сердца. Спустя месяцы после выхода «Юных сердец» я вижу настоящий фурор в сети. Несмотря на его легкость, наивность и невозможную для нынешних российских реалий атмосферу принятия, фильм завоевал десятки тысяч сердец россиян, которые в том числе не относятся к квир-сообществу. И я уверен, что любовь Энтони Шаттамана к чувственности не только помогла и поможет тысячам парней и девушек в принятии себя, но и сделала шаг в направлении принятия квир-сообщества в России. Меня зовут Денис, и я был рад увидеться с вами на долгожданном обзоре «Юных сердец». Напишите в комментариях, как вам этот фильм. Спасибо вам за просмотр и огромная благодарность моим платным подписчикам на Бусти и в платном телеграм-канале, а особенно Джараяна, Тех, Сирин, Коргиос и Денис Кузнецов. Увидимся совсем скоро в новых роликах, на трансляциях и услышимся на моей аудиокниге, которая выходит в нашем телеграм-канале. Пока-пока. Пока.